Сегодня хочу поделиться с вами еще одним вариантом вкусного и сытного завтрака из лаваша. Лаваш нарезаем небольшой соломкой. Длину определяйте сами. В отдельную миску вбиваем 4 яйца. Добавляем молоко, солим и тщательно перемешиваем до однородного состояния. В качестве начинки я буду использовать овощи, помидор и кукурузу, хотя сюда можно добавить также и колбасу и другие любимые ваши овощи, например, сладкий перец. Помидор нарезаем дольками. У меня вареная кукуруза, я счищаю зерна с помощью ножа. В сковороду наливаем небольшое количество растительного масла. Выкладываем лаваш. Сверху выливаем яичную смесь. Хорошенько перемешиваем, чтобы каждый лист лаваша был в яичной смеси. Теперь выкладываем начинку. У меня кукуруза и помидор. Сверху посыпаем натертым твердым сыром. Включаем средний огонь, накрываем крышкой и готовим завтрак примерно 10 минут. И последний этап – готовую пиццу, назовем ее так, посыпаем измельченной зеленью. Перекладываем на блюдо. Нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Вот такой простой, сытный и очень вкусный завтрак сегодня приготовили вместе с вами. Подаем на завтрак с чаем и кофе. Получается очень сытно, вкусно и оригинально. Для приготовления нам понадобится слоеное тесто, твердый сыр, яйца и один желток для смазывания. Первым делом необходимо разморозить слоеное тесто. Делим его на ровные квадраты. Берем один лист и делаем надрезы с двух сторон, как показано на видео. Заворачиваем уголки. Получается вот такая вот заготовка. Выкладываем тесто на противень, засланный пергаментной бумагой. Смазываем желтком. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 10 минут. Затем достаем из духовки. У меня дрожжевое тесто. Как мы знаем, при выпечке оно значительно увеличивается, чем бездрожжевое. Поэтому каждую серединку я приплескиваю вилкой, освобождая таким образом место для начинки. В серединку каждой заготовки кладем сыр. Делаем небольшие углубления в центре. Добавляем сырое яйцо или просто желток. Снова отправляем в духовку. Запекаем, пока белок не схватится. У меня это заняло 5 минут. Вкусный, сытный и оригинальный завтрак готов. Подаем горячим, с пылу жару. Самый простой, но оригинальный рецепт яичницы к завтраку. Для ее приготовления нам понадобится всего 2 ингредиента – яйцо и помидор. В качестве дополнения я еще добавляю муку, соль и зеленый лук. Помидор хорошенько моем и нарезаем ровными кружочками толщиной не более 1-2 см. У меня получилось 5 заготовок. Теперь с помощью бокала для шампанского вырезаем серединку. Мякоть убираю. Остаются ровные круглые бортики.
Мелким кубиком нарезаем мякоть помидор. Если есть плотные зеленые прожилки, убираем их. Отправляем в отдельную миску. Сюда же добавляем измельченный зеленый лук, яйцо, соль, столовую ложку муки. Тщательно перемешиваем. Начинку можно менять по своему вкусу. Добавить сладкий перец, колбасу, зелень, но учитывайте, что много начинки не вместится в одной помидорке. В сковороде разогреваем 3-4 столовые ложки растительного масла. Выкладываем кольца помидор. Теперь в серединку каждого выливаем по 2 столовые ложки начинки. Поджариваем по 2-3 минуты, затем переворачиваем. Можно не переворачивать, а готовить на медленном огне под крышкой. Готовую яичницу выкладываем на блюдо и подаем к столу. Очень вкусный, оригинальный и простой завтрак готов. Подаем яичницу в помидорах с листьями салата, кусочком хлеба и хорошим летним настроением. Сегодня готовлю очень сочный пирог-венок с творожной начинкой. Он очень простой в приготовлении, нарядный и вкусный. Начинки в нем можно менять по своему вкусу и предпочтениям. Для приготовления нам понадобится кефир, сливочное масло, сметана, яйцо, соль, мука. Для начинки я взяла творог, яйцо, зелень, помидор, соль. Первым делом приготовим тесто. В отдельной миске смешиваем кефир, соль, сметану, мягкое сливочное масло, одно яйцо. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем и даем отдохнуть 20 минут. Тем временем приготовим начинку. Небольшим кубиком режем помидор. Отправляем в отдельную миску. Добавляем яйцо, зелень, перемешиваем. Соединяем с творогом и снова все тщательно перемешиваем. Солим по вкусу. Вариации начинок могут быть самые разные, на ваш вкус. Я сделала из того, что было в холодильнике. Свои вариации, чтобы вы положили в такой пирог, пишите в комментариях под видео. Достаем тесто, хорошо разминаем его, собираем в шар. Сначала придаем форму руками, затем раскатываем скалкой в тонкий круг. С помощью скалки переносим тесто на пергаментную бумагу и продолжаем формировать пирог. В центре ножом делаем 4 разреза в форме снежинки. По краям выкладываем начинку. Собираем края пирога, как показано на видео.
Переносим на противень. Смазываем пирог желтком. Посыпаем кунжутом. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 30-35 минут. Когда пирог подрумянится, достаем его из духовки. Такое простое блюдо можно подавать на праздник, меняя начинки по вашему вкусу. Режем на порционные кусочки и наслаждаемся. Пирог получается очень нарядным и вкусным, внутри мягким и сочным. Готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. Всем приятного аппетита! У нас на завтрак обычный омлет с необычной подачей. Очень вкусный, быстрый в приготовлении и питательный. Омлет-рулет. Сам внешний вид вызывает аппетит. Готовится быстро, а для приготовления понадобится все, что есть в холодильнике. Я использовала вареную колбасу, сладкий перец и зеленый лук. В отдельной миске смешиваем яйца. Нарезаем колбасу, лук, сладкий перец. Все режем очень мелким кубиком. Смешиваем нарезанные продукты с яйцами. Сковороду разогреваем на среднем огне. Обязательно смазываем небольшим количеством растительного масла. Выливаем на сковороду 2 небольших половника яичной массы. Обязательно перемешайте ее, прежде чем отправлять на сковороду. Когда нижний слой яичного блина прожарился, начинаем скручивать рулет. Аккуратно продвигаем омлет и добавляем еще одну порцию яичной массы. Если на сковороде недостаточно масла, обязательно смазывайте ее каждый раз, иначе блин будет прилипать. Проделываем данную манипуляцию с остальной яичной массой. В конце приготовления накройте рулет крышкой и потомите еще 1-2 минуты с каждой стороны. Готовое блюдо можно порезать брусочками или поделить пополам. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита!